Всем огромный привет! Когда, если не сейчас? Этот вопрос я задаю себе очень часто, и в этот раз я подумала, почему бы не заняться совершенствованием своего тела прямо сейчас. И начать я решила, конечно же, с пресса, потому что, я думаю, многих девушек беспокоит свой животик, свой плоский животик, все хотят какой-то более рельефный, более красивый, тем более летом, когда сезон купаний, сезон вот этих всех пляжных дел. И, в общем, я не исключение, поэтому я решила поставить себя в нестандартные условия и каждый день на протяжении 14 дней качать свой пресс. Я занималась по программе Хлоя Тинг. К сожалению, год назад эта шумиха прошла мимо меня, но сейчас я решила попробовать, и поэтому я занималась вот по этому видео. Я прикреплю также ссылку в описании на него. И прямо сейчас вы увидите весь процесс до и после, и поверьте, после действительно есть, поэтому мне не терпится с вами этим поделиться, и давайте начнем. Плюс этих занятий, что они длятся всего 10 минут, и это не может не привлекать, потому что 10 минут есть у каждого из нас, ну вот действительно у каждого, я думаю. И поэтому это отличный шанс всего за 2 недели сделать свой животик более красивым. Итак, первый день оказался не самый тяжелый, потому что мышцы были мои расслаблены, и я как бы начала заниматься. Это было не очень сложно, напряженно, но мышцы не так уж сильно и горели. Тут-то я поняла, что за 10 минут все-таки действительно можно успеть сделать себе классное тело, потому что эти 10 минут проходили так продуктивно, что в конце я просто гордилась собой, что да, я это сделала. И, в общем-то, первый день мне дался гораздо легче, чем второй и третий день, потому что на второй и третий день у тебя начинают болеть мышцы, и когда ты снова начинаешь делать те упражнения, которые делала вчера, твой пресс говорит: я как бы еще не расслабился, а ты уже начинаешь снова это делать. Изначально у меня был такой план, что на протяжении 14 дней я буду заниматься без каких-либо перерывов, без отдыха. Но на 8-й день случился форс-мажор. Этот форс-мажор звучит так, как 35 градусов жары. Так вот, 2 дня я просто не занималась, потому что не то чтобы не хотелось заниматься, эти 2 дня не хотелось не делать ничего, вот абсолютно. Я не могла ни есть, ни спать, поэтому, надеюсь, вы меня поймете. Но зато потом я занималась не еще 7 дней, а еще 9 дней, так сказать, чуть-чуть себя наказала. И с каждым днем, когда я продолжала делать эти занятия, у меня появлялось такое вдохновление, такой эмоциональный заряд после этих 10 минут занятий над собой. Это нереально мотивирует тебя заняться не только своим телом. Я также начала задумываться над своим питанием, то есть я понимаю, что вот, чтобы не испортить результат, я лучше поем правильную еду, или я не поем на ночь там так много. То есть, как говорится, хорошее притягивает хорошее, и именно поэтому, когда ты начинаешь заниматься одним полезным делом, соответственно, притягиваются все и другие полезные дела. И да, я не скажу, что на 9-10 день мне было делать все это супер просто. Это было делать также тяжело, но уже мышцы были более привыкшие, они уже такие адаптированные, и делать чуть-чуть легче в плане выносливости, то есть я меньше останавливалась, меньше делала каких-то перерывов, нажимала на паузу, точнее не нажимала на паузу. И да, могу сказать, что я начала чувствовать, что мои мышцы в таком тонусе, и это прекрасное чувство. Кстати, хочу сказать о том, что не все упражнения я делала правильно, потому что у меня лордоз и кифоз позвоночника, и не буду углубляться, что это, но, в общем-то, мне было тяжело делать упражнения велосипед и поднятие ног, так как мой позвоночник слишком сильно изгибался. Поэтому, если что, не ругайте меня, и если у вас также есть проблемы со своим здоровьем, то можно делать что-то чуть-чуть проще, можно как-то слегка видоизменять упражнения под себя, но главное это делать именно регулярные тренировки, регулярные усилия над собой дает результат в конечном итоге.
итоге. Ну, я, конечно, бы хотела быть кошкой и не задумываться о своем прессе вообще. И да, за эти 10 минут Хлоя Тинг не показала растяжку в конце, но я ее делаю, то есть сначала я сижу в позе ребенка для того, чтобы спина отдохнула, а в конце уже растягиваю пресс. Его я растягиваю на слегка приподнятых руках, так как если я начинаю вытягивать руки полностью, то у меня опять-таки возникает дискомфорт из-за моего позвоночника. Но, в принципе, вы, если вам удобно, то лучше всего растягиваться именно на плоских, именно на вытянутых руках. И я из тех, как говорят французы, кто любит съедать лягушку с утра, то есть делать самое неприятное дело с утра, и именно поэтому я, как только просыпалась, пила стакан водички и сразу же делала пресс, и потом уже шла в душ с понятием того, что вот у меня нет дела какого-то, которое я должна делать каждый день и куда-то там откладывать его на вечер. Поэтому именно делать с утра для меня оказалось очень классно, потому что лучше всего делать именно в одно и то же время, так как пресс за 24 часа все-таки успевает хоть сколько-то отдохнуть. А если, например, вы сделаете вечером, на следующий день вы сделаете утром, то пройдет, например, всего лишь 12 часов, и это будет не так хорошо именно для мышц. Небольшое наблюдение лично от меня — это то, что когда мы занимаемся, нужно мысленно думать и, можно сказать так, продышать именно пресс. То есть, когда я поднимаю ноги, я не просто их так вот болтаю вверх-вниз, нет, я думаю и акцентируюсь на прессе, на том, что сейчас должен качаться именно пресс, то есть я его дополнительно напрягаю, и это дает гораздо больший результат, нежели бы делать, например, просто там, ой, лишь бы сделать, лишь бы вот эти 10 минут закончились. Нет, нужно именно думать над тем, что ты качаешь. То есть некоторая такая осознанность дает гораздо большие результаты. По итогу я очень довольна результатом, именно эти 10 минут в день, плюс какие-то мои мысли о питании, плюс то, что я там раз в 3 дня бегала также на улице. Это сделало то, что я похудела на 2 килограмма, поэтому я вам очень советую попробовать этот челлендж, обязательно присоединяться. Если вы его будете делать, то пишите в комментариях свой результат. Давайте мотивировать и заряжать вот этой энергией друг друга. Это будет очень классно, такое некоторое сообщество. И я надеюсь, мое видео смотивировало вас, вдохновило на лучшие действия, на занятия своим телом. И, наконец, хочется вам сказать лишь 3 слова. Сейчас самое время.